Вы бы помахали, вы на YouTube попадете. Не хотите принять участие? Нет, нет, спасибо. Я тут другие роли исполняю. Всем привет, с вами Денчес, и сегодня новый видеовлог с фестиваля «Черная пешка». В прошлом году я играл на этом фестивале и почти занял 3-е место в турнире D. В этом году я не рассчитываю в шахматных турнирах на попадание в топ-3, потому что составы просто мощнейшие, особенно наверху. Там играют гроссмейстеры. В Суперблице, например, играет Сергей Жигалко. Постараюсь взять у него какое-нибудь коротенькое интервью, либо попрошу передать привет на мой канал. Посмотрим, получится или нет. Но чтобы иметь шанс хоть что-то выиграть, я записался на кроссворды. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А вы подпишитесь на канал, поставьте лайк заранее, напишите комментарий, это очень сильно поможет моему каналу. Соревнование, как и годом ранее, проводилось в легкоатлетическом манеже. Но в отличие от прошлого года, сейчас проводился только фестиваль, без первенств республики. На входе дали вот такой вот билетик, можно будет заполнять, как и в прошлом году. Ну, заполнять я, наверное, не буду его, но вот эта вот программка важная, а то опять все забуду, она мне, конечно, понадобится. Впервые, наверное, за черную пешку будут представлены велосипеды. На самом деле здесь народу пока мало, его почти нету. Ну, до окончания регистрации еще, можно сказать, час. Народ подтянется, как обычно, к его концу. Если бы я только знал, как это скажется на первых турах во всех турнирах. Торжественное открытие вообще через 2 часа. Пока что здесь пусто, но я обязательно засниму, что здесь вообще происходит. Если у меня будет время, я не буду заканчивать свои партии последним. Я сейчас заметил одно очень интересное наблюдение. Сейчас я постараюсь его показать. Хочу обратить внимание на одну вещь. Вот там вот турнир С, там еще что-то, и турнир по пешему бою. Посмотрите, на каких досках играют, на каких шахматах. И посмотрите, да, также еще там турнир А играется на таких досках. И вот там вот взрослые будут играть на картонных досочках. Все лучшее детям, что сказать. Нет, я не жалуюсь, я просто заметил такой вот очень интересный факт. Народ постепенно подтягивался. По мере увеличения количества людей начинали работать разные активности. Например, начал работать шахматный робот. Это была единственная точка, куда все 3 дня была очередь. На 2-м этаже можно было купить разные книжки, журналы 64. К сожалению, я затупил и не купил. Помимо книг продавались и сувениры. Пока народ подтягивался на трибуны, Максим показал, где будут самые жесткие баталии. Если вы хотите увидеть, что такое серьезные шахматы, занимайте 30 столов пешечного боя до мата. Здесь серьезные ребята будут доказывать друг другу, как правильно играть в эндшпиль. Ведь только пешечное окончание — это абсолютная база. Прошел год после того, как ты пообещал создать канал «Школа Эндшпиля». Заходите на канал «Школа Эндшпиля», я его создам месяца через 2. Канала до сих пор нет. Что можешь сказать на этот счет? Пока что создал просто канал. Он еще не связан с эндшпилем, но он уже есть. Вскоре началась церемония открытия. Пока говорились приветственные слова, Милена Сидоряня получала велосипед как лучшей шахматистки Брестской области. Кстати, ее поздравляю. Пока на сцене пели песни и танцевали, а зрители оценивали шахматные костюмы на карнавале, я давал интервью «Беларусь-4». Интервью в эфир не попало, ну и хорошо. Зато в эфир попала постановочная сцена, где я по-дебильному махаю рукой и приглашаю корреспондента сыграть партию. Как же это выглядит кринжово. После открытия мы пошли рассаживаться согласно жеребьевке. И казалось бы, что тут может пойти не так? 2 минуты до старта я играю с Андреем Ковалевым, первый тур. Пожелайте удачи, хотя вы и так будете знать. Просто подписывайтесь на мой телеграм, там будут все кружочки оперативные. Однако Андрея Ковалева просто так добавили в список на Rapid. Играть он не планировал, а удалять никто не спешил. Вместо того, чтобы поставить мне плюсик, меня свели с Яной Кадолич. С одной стороны, мой коэффициент не будет испорчен, с другой стороны, где это видано, чтобы в жеребьевку добавляли людей, которые зарегистрировались 3 минуты назад. И делали это по ходу тура, который уже идет. Итак, я только что сыграл ничью с Андреем Ковалевым. Ладно, я на самом деле ничью сыграл с Яной. Хорошее начало, не проиграл. Но то, что я не сыграл с гроссмейстером, меня это как-то немножечко расстраивает. Но ничего страшного. Я сыграл в ничью с гроссмейстером. Да? Да. Правда, Андрей Ковалев не доехал, в итоге я с Яной играл. Во 2-м туре я уверенно выиграл у Ломака Валентина.
В третьем туре я сыграл ужасную партию с Варицким Александром. Эту партию было проигрывать не обязательно, но я это сделал. После третьего тура всем участникам было выдано мороженое. Шоколадное досталось тем, кто играл черным цветом, и обычное белое досталось тем, кто играл белыми. Честно, я удивлен таким подарком от спонсоров. Все-таки в манеже было холодно, много кто ходил в куртках, но раз гроссмейстерам понравилось, значит все было сделано верно. Я тоже съел, чего добру пропадать, и отморозил себе мозги. В четвертом туре я выдал головокружительную партию, которую выиграл с большим трудом и с большими приключениями. Прошло 4 тура, но, к сожалению, +1, да. В третьем туре я, к сожалению, затупил. В четвертом туре я был без ладьи, но соперник чуть-чуть назевал. Там была позиция, что все, я сдаюсь. Я уже готов был протянуть руку. Ну, сейчас я, надеюсь, ее вспомню, воспроизведу, покажу. Вот здесь она будет отображаться на экране вашем. Старт неплохой, но и качество игры это просто мрак. Ну, из плюсов я много знакомых лиц вижу, и это радует. Пока заканчивались последние партии первого игрового дня, а также проходили другие разные конкурсы, гроссмейстеры начали прибывать на сеанс одновременной игры. Конечно же, самое большое столпотворение было около 2 гроссмейстеров, Дениса Лозовика и Сергея Жигалка. Именно с ними было большое количество желающих сфотографироваться. До сеанса остается немного времени, сейчас будут потихоньку люди рассаживаться, я не играю, я буду снимать. Я уже сфотографировался с Сергеем Жигалко, с Денисом Лозовиком, с Анастасией Зизюлькиной, также сфотографировался с Татьяной Жигалко. В общем, комплект тот, что надо. Надо попробовать поймать Сергея, чтобы он сказал пару слов на камеру, но тут к нему нормальная такая очередь, поэтому не факт, что получится. Пока проходило открытие сеанса, я походил по второму этажу, посмотрел, какие активности есть еще. Отмечу, что в первый день было немало народу в каждой точке. Все хотели получить наклейки, чтобы заполнить свои паспорта и в конце получить приз. Друзья, в добрый путь! Начинаем сеанс одновременной игры с 10 гроссмейстерами на 200 досок. Всем удачи! К сожалению, я не дождался окончания сеанса, а после него лучшие игроки по версии гроссмейстеров получили памятные призы. Вот и подошел к концу первый игровой день. Я пойду сейчас домой. Для меня пройдет несколько часов, а для вас сейчас пройдет несколько секунд. Пау! День номер 2. У меня 5-й тур начался с поражением от Владислава Бельского. Я рано пожертвовал слона на h3 и поплатился. В 6-м туре мне достался наглый соперник из Гродно. Перед партией он мне предложил ничью, потом после 10-го хода предложил ничью, потом еще раз. Я сказал, что позову судью, если это продолжится. В результате он выиграл у меня качество, я разозлился еще больше и просто уничтожил его. В 7-м туре я играл с Лисицыной Марией. Получилась довольно-таки интересная партия, неплохая в моем исполнении. В результате я победил, а соперница мне подарила ручку. Вот такую ручку мне подарила соперница из Оренбурга. Соперницу я выиграл, за ручку поблагодарил. В 8-м туре я обидно проигрываю своему сокоманднику по Бундеслиге Виталию Ермоличу. Казалось, у меня есть лишняя фигура, но, к сожалению, я не сумел устоять. Соперник провел свою контр-игру и замотовал. Остался последний тур, проиграл Виталику, обидно сейчас. Полтинник будет, но хочется +1, поэтому Максим тоже будет стараться +1 получить. В общем, надеюсь, у нас все получится. В последнем туре я играл с Куринским Тимофеем из Смоленска, который пару туров назад выиграл у Миши Ищука. Он меня давил, но мне удалось обхитрить его и победить по времени. Так, неожиданно я получил +2, хоть и незаслуженно. В итоге я занял 19 место, +2, 5,5 из 9. Ну, неплохо в целом. Неплохо, могло быть лучше. Учитывая, что по моему XG, если так можно сказать, я думаю, я должен был набирать меньше, потому что проигранные позиции я выигрывал, а выигранные я проигрывал. И причем проигранных было гораздо больше, чем выигранных. Вот. Я только за второй тур горжусь, что я там красиво зажал.
Вот, а все остальное это был тихий мрак, ужас, тоска и печаль. Далее черная пешка предложила ряд других активностей. Например, можно было сыграть Чапаева. Любители чего-то экзотического могли сыграть в Тавреле, или же русские шахматы, или же сыграть в Го. Когда-то я в них пытался научиться играть, но ничего не вышло. Единственное, что я знаю про эту игру, так это наличие Альфа-Го. Это аналог Альфа-Зера в шахматах. Самым интересным развлечением до обеда это был, конечно же, турнир по шведкам. Ведь туда заявились Татьяна и Сергей Жигалко. Как и в Рапиде, снова возникла проблема с первым туром. Часть желающих решила после турнира по Рапиду присоединиться к турниру по шведкам. Напомню, дедлайн был до 20 октября. Но это фестиваль, видимо, здесь так принято. В результате Чита Жигалко победили в этом турнире. Извините, ближе не подошел, в это время я сидел на трибунах и ел круассаны. После обеда желающие могли поучаствовать в решении шахматных задач в 3 возрастах, поиграть в шахматы с картами, к сожалению, это я не заснял. Было несколько турниров по шашкам в разных возрастах и с разным контролем. Например, в турнир по Рапиду заявилась Анастасия Зизюлькина. Также был турнир по поддавкам, был турнир и по шахматам Фишера. В этот турнир я хотел залететь, но так как у меня была цель выиграть хоть что-то на этом турнире, я заявился на кроссворды. Также был турнир по спидкубингу. Ну и самым веселым и интересным соревнованием в этот момент была шахматная эстафета. Снимал ее немного, так как был занят решением кроссвордов. Ну или же попыткой их решать. Вот кубки. Вот мое традиционное махание им, потому что они мне не светят, потому что правильно? Я, как обычно, завалил все. Я провалился в кроссвордах, результатов еще нет, но я знаю, что я тупой. Надо решать кроссворды. Я специально на них записался, чтобы победить хоть где-то, но, увы. Пока Иван Сергеевич Биончик выигрывал у Новополоцкого Нафтана, жизнь на втором этаже продолжала кипеть. Не так, как в первый день, не было таких очередей, но народ был, решал интересные головоломки, а я в это время их снимал и горевал из-за провала в кроссвордах. Если честно, на Супер Блиц у меня нет никаких надежд и ожиданий. Полтинник будет суперским результатом. В Супер Блице играл и Сергей Жигалко. Во второй день к нему также подходили фотографироваться. Особенно отличился друг нашего канала Максим Ярмолич, который попросил расписаться на доске и сфотографировался с ним. Я только что взял автограф у самого лучшего шахматиста в мире, Сергея Александровича Жигалко. То есть ты не самый лучший шахматист в мире, не Виталик, твой самый лучший шахматист в мире. Я второй, Виталик третий, ну ты четвертый, ладно. Спасибо большое, Максим. Скажите, пожалуйста, если я обгоню Сергея Жигалко по подписчикам, вы возьмете у меня то же самое? Конечно, нифига, да. Хорошо. Все. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Я хочу, чтобы Максим сделал то же самое. Супер Блиц стартовал с тех же проблем, что и Рапид, и шведки. Дохождение людей и нахождение лишних людей в стартовом списке. Благо эти проблемы были решены быстро. На удивление мне удалось очень много снять фрагментов партии гроссмейстеров и не только. В скором времени они выйдут на втором канале. Впрочем, там выйдут фрагменты партии не только с этого Супер Блица, но и с черной пешки в целом. Подписывайтесь на этот канал, в ближайшие дни там будут выходить фрагменты с фестиваля. Много кому в первых турах посчастливилось сыграть с гроссмейстерами. Хоть свои партии они проиграли, но остались довольны, в этом я уверен. Главным хедлайнером Супер Блица, я считаю, стал Владислав Бельский. Обратите внимание, как он ставит мат конем и слоном. Он даже не думает. Как он сам отметил, он успевал даже почесать затылок. Если честно, я никогда не видел, чтобы так вживую быстро, не думая, ставили мат конем и слоном. Если вы видели такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. Что касается меня, то я проиграл 3 партии сыграл в ничью и 3 партии выиграл. Из интересного, я сыграл ничью с Бариновым Андреем, который, забегая вперед, займет 2 место во взрослом блице на следующий день. Снова проиграл Виталию Ермоличу равный эндшпиль, где я просто подставил ферзя на ровном месте. Победил сестер Котовых и в последнем туре сыграл ничью с Евгением Яковенко. В интереснейшей позиции с лишним качеством мне пришлось сделать ничью, иначе бы получил мат. В результате я взял полтинник, который хотел, занял 50 место и взял интервью у Сергея Жигалко. Так, вот Сергей ко мне подошел. Сергей, расскажите, пожалуйста, как прошла черная пешка для вас? Супер Блиц. Всех приветствую, дорогие зрители. Все хорошо прошло на высшем уровне.
с удовольствием, да, приезжаю в Брест. Спасибо, классно провели время, поиграли. Детишкам, надеюсь, было интересно и весело. Да. Все здорово. Да, а вы как сегодня сыграли? Я поделил второе место, немножко расстроился, но в целом получил все равно удовольствие от шахмат, старался, бился. Все, спасибо. После непродолжительной церемонии награждения в Суперблице я пошел домой. Собрался, пошел домой. И для вас пройдет пару секунд, а для меня целая ночь. День номер 3. Третий день. Сегодня Блиц. Честно, я уже немного вымотан. Поэтому, если я набираю полтинник, то в целом я не расстроюсь очень сильно. Просто надо постараться показывать хорошую игру. И если проигрывать, то проигрывать красиво. Вот такими жертвами, контратаками. Только так. Но так полтинник в прошлом году я 4 из 9 набрал в подобном Блице. Но там было 3+2. Сегодня 5+3, поэтому надо постараться. Играли вчера Супер Блиц там, а могли тут. Я считаю, что это было бы более правильным решением, потому что здесь шахматы получше. Благодаря этому человеку футбольный чат Динамо Брест иногда превращается в шахматы. И приветствую Максима. Блиц в третий игровой день начался с тех же проблем, что и остальные турниры в прошедшие 2 дня. Те, кто были в стартовых списках, не дошли, а новых вовремя не добавили. Благо в этот раз решили новых людей не добавлять по ходу тура, а дождаться окончательного стартового списка и только после этого провести жеребьевку. Также была вероятность, что взрослые сыграют всего 8 туров Блица. Тогда можно было бы смело утверждать, что организаторы провалили проведение взрослого Блица. Но обошлось, сыграли все 9 туров. Однако беды на этом не закончились. Во втором туре пострадал уже я. После поражения в первом туре от международного мастера Новицкого Дмитрия, мне предстояло сыграть второй тур с Батурой Виктором. Однако до первого тура было известно, что он не сыграет, а сыграет в продолжении турнира по шашкам. Почему его не выключили до турнира или хотя бы не исключили из жеребьевки второго тура, мне неизвестно. В результате я получил бай и испорченный коэффициент. Далее я выиграл партию у соперника, с которым 2 дня назад я стоял без ладьи, и каким-то чудом я умудрился выиграть. Сейчас я проблем не испытал. Далее в обоюдно острой позиции с Аленой Шабан я промедлил и зевнул матовую атаку. Далее я проиграл еще 2 партии подряд. Особенно обидно я проиграл Игорю Навальскому, где уже на 10-м ходу я зевнул вилку на короля и ферзя. Я, наверное, впервые в жизни психанул, не расставил фигуры и просто убежал с игровой зоны. Далее в партии с Филипповым Александром я быстро остался без фигуры, но я отыграл ее. Получил плохую позицию, но Александр растерялся и проиграл в итоге. Далее я победил Дерменджи Леонида, это один из моих подписчиков. И, наверное, первый подписчик, который подходил ко мне сфотографироваться. Была интересная партия, где мне удалось победить. Ну и в последнем туре я проиграл Мартынюку Денису, который взял реванш за поражение в парке на турнире на День города. В результате я набрал 4 очка из 9, как и в прошлом году, и занял 29 место. Ужасно сыграл Блиц, просто ужасно. Именно такими словами я характеризовал Блиц прошлогодний. Не, это не был ужасный Блиц. Я там сыграл даже плюс-минус нормально. Здесь я сыграл просто ужасно. Не хочется ничего комментировать. Проигрывать на 10-м ходу вилкой на короля и ферзя, это надо уметь. В последнем туре я без качества, но я мог спасаться спокойно, но, к сожалению, не получилось. Повторюсь, что основная надежда у меня была на кроссворд, но, к сожалению, кроссворд у меня не задался. Я занял там последнее место. Буду делать работу над ошибками и двигаться вперед, но сейчас, возможно, стоит отдохнуть немного от шахмат, может, недельку какую-нибудь поиграть, хотя у меня там занятия по шахматам, ну ладно, это немножечко другое. Буду что-то делать. Ну а после состоялась церемония награждения. Кстати, возвращаясь к Блицу, церемония награждения по турниру ПАГО проходила во время Блица, что мешало сосредоточиться игрокам, у которых был цейтнот. Про призы говорить ничего, наверное, не буду, но на одном моменте я бы, конечно, хотел остановиться. Я все понимаю, спонсоры, но подарить пуфики пожилым людям — это, конечно, сильно. Вы же знали, что есть такая номинация. Почему не придумать приз, который будет подходить людям к данной категории? Если ставить оценку данному фестивалю, то я бы поставил 6,5 из 10. Но несмотря на все минусы, спасибо Екатерине Таберко за организацию данного турнира. Вот таким выдался фестиваль «Черная пешка».
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. А у меня на этом все. До новых встреч. Всем пока. Знаете, в прошлом году по скриптам у меня был там Максим Голубкин, что-то говорил. В этом году тоже будет своеобразный по скриптам. Меня на протяжении всех 3 дней не покидало ощущение того, да и, как выяснилось, не только меня, что это конец этого фестиваля. Больше такого не будет. Возможно, ошибаюсь, возможно, нет, но я говорю, у меня ни одного такое ощущение. К сожалению, хочется констатировать тот факт, что брестские шахматы умирают потихоньку. И 10-й вот этот вот фестиваль, ну, попытался стать яркой вспышкой, стал он или нет. Можете написать мнение в комментариях, но я бы хотел послушать тех, кто играл. Вот. Я провел 3 дня. И вот даже сейчас такая, знаете, музыка грустная играет. С такой музыка, как бы, с надеждой, что что-то будет дальше хорошо. Но, честно, я не вижу перспектив. Рад буду ошибиться. Но как-то так.